Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что вам мешает начать новые отношения? Давайте-ка порассуждаем. Может быть, Таро нам подскажет. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, какая сейчас у вас ситуация. Вы знаете, какой-то тупик в личной жизни. Вот тупик, и вы не знаете пока из него выхода. Вот хочется новую женщину, ждете новую женщину, но пока найти не можете. Хотя, вот знаете, вы намечтали себе уже, наверное, королевишну какую-то. Вот вы почему-то вот считаете женщин, что они вот все, знаете, носят какую-то лживую маску, что они все охотницы либо за деньгами, там еще за какими-то благами, такое вот недоверие есть. И вы сами себя мучаете этими мыслями, вы сами себе мозг выносите, и тем самым вы, отодвигаете вот эти вот моменты знакомства с женщинами. Так. Да, вот вы мечтаете, вам так хочется, одни кубки у нас. Посмотрите, одни кубки, безумно хочется вам любви. Знаете, вы вот как будто переполнены любовью, вам уже не на кого ее тратить, свою любовь. Так, почему же, давайте посмотрим, почему вы не можете начать новую свою историю, новую личную жизнь. Во-первых, у вас есть та проблема, о которой я говорю уже неоднократно в разных своих видео, да, когда вы еще не забыли свою бывшую. Несмотря на то, что вы расстались с ней, уже точка поставлена, это не пауза, это точка. Но тем не менее вы ее не забыли. Это очень сильно мешает вам начать новые отношения. Да, хотеть вы хотите, но когда в душе у вас другая женщина, никогда вы не сможете построить, простите, серьезные отношения с другой. Законы психологии таковы, понимаете? Пока вы не забудете прежнюю женщину, я уже об этом говорила, может быть, кто-то не слышал. Пока вы не забудете прежнюю женщину, да, вот думаете о ней, пересматриваете там переписки, фотографии, там ностальгируете, вспоминаете какие-то моменты с ней, вы сами затягиваете вот этот момент забывания. Я бы вам советовала, наоборот, прекратить ностальгировать, прекратить вспоминать. Вот просто, силой воли, вы все-таки сильные мужчины, да, в конце концов. Начинаете вспоминать, тут же переключаетесь, сознательно переключаетесь на что-то другое. Хочется там посмотреть фотографию, хоть по рукам себя бейте, и смех, и грех, честное слово. Что угодно делайте, но не лазьте в соцсетях, не следите, не просматривайте. То есть вы поняли, да? Не нужно эти лишние воспоминания. Они ничего хорошего вам не принесут. Вы будете бередить свои раны, вы будете еще дольше ее помнить. Вы не сможете ее забыть и выкинуть сердце, понимаете? То есть все, что напоминает бывшую, выбросить или же спрятать куда подальше. Мысли вы отгоняете, да? Посыл понят, я надеюсь. Вот. Это очень сильно мешает вашей новой личной жизни. Потому что вы, когда встретите новую женщину, либо же, знаете, я вам скажу еще такой момент. Вот вы встречаете женщину где угодно, на улице, на работе, да, вроде бы вам нравится женщина. Но подсознательно вы все равно сравниваете с бывшей. И это сравнение может быть в пользу бывшей, понимаете? Это может быть все, что угодно. Фигура, внешность, я не знаю, параметры фигуры. Все, что угодно это может быть.
Да, вот вы можете, допустим, просто так, ну, долю секунды подумать, что, ага, та была фигуристей, да, та была красивей, та еще что-то, понимаете? Либо же вот когда вы начинаете уже встречаться с новой, вы начинаете снова анализировать. Вот, а бывшая не так делала, а бывшая мне вот так делала, да, ну, то есть, ну, вы поняли меня, я надеюсь. Пока вы ее помните, вы отодвигаете свою личную жизнь, новую. Так, еще. Что еще вам мешает? Еще, знаете, вот, может быть, кто-то из вас чересчур замкнулся. Может, знаете, вот такое ощущение, что вы то ли не бываете вот особо нигде, вот как-то, ну, дом, работа, дом, работа. Ну, понятно, что у некоторых может быть такая работа, что, ну, уже просто нет ни сил, ни времени, ни возможности, да, куда-то пойти. Ну, банально, я не знаю, ну, где угодно, в людное место пойти, где много женщин, да. В общем-то, знаете, вот, как говорят, нужно вот, чтобы какая-то вот искра пролетела, да, вот вы видите женщину, да, встретились взглядами, ну хотя бы улыбнулись, да, вот женщина понравилась, улыбнулись, подмигнули там, или еще что-то спросили. Ну понятно, что не все мужчины могут это сделать, есть также и робкие мужчины, да, ну плюс страшно, а вдруг она откажет, да, вот такие моменты. Но все равно как-то старайтесь вот общаться, либо же, вернее, вращаться там, где женщины, там, где есть людные места, где вы можете с кем-то познакомиться. Потому что если вы, конечно, будете сидеть дома мечтать, хотя даже дома, я вам скажу, ну, как бы любовь по интернету никто не отменял. Хотя, в принципе, ну, я так немножечко скептически отношусь к любви по интернету, ну, знакомства по интернету, я имею в виду. Почему-то так принято считать, что там больше, конечно, для развлечений люди сидят, переписываются. Ну, хотя довольно много примеров, что люди потом встречаются в жизни, да, и семьи у них складываются, и отношения, и все хорошо. Поэтому, ну, я бы советовала, если, ну, уж совсем критичная у вас такая ситуация, да, ну, вы же, в конце концов, можете в соцсетях где-нибудь, там, ну, хотя бы смайлик послать женщине, да, но это же не страшно, да, вы не видите, по крайней мере, никого. Ну, нужно как-то учиться коммуницировать, потому что если вы будете и дальше так сидеть, то ситуация будет плачевная, я вам честно скажу. Вот если вы и дальше не будете предпринимать, ну, совершенно никаких шагов, да, откуда же женщина возьмется? Она же на голову вам не свалится, правда? Нужно что-то делать. Мужчины вообще по своей природе, вы же охотники и завоеватели. Ну так охотьтесь, женщин полно. Так, еще что нам посоветуют карты? Да, вот вы знаете, ну вот эта тема, когда вот недоверие, агрессия, вот вы знаете, как будто замкнулись в себе и все. Кто-то скажет, все, уже у меня возраст не тот, да, уже где я ее возьму, там за 50, допустим, да. Кто-то агрессивно настроен после предательства. Ну, то есть вот эти вот моменты, да, я не хочу повторяться, вот они глубоко у вас сидят, и они не дают вам покоя. Из-за этого тоже ваша личная жизнь, она как бы тормозится. Вот у вас оно, понимаете, вот на уровне хотелок. Получается вот странная ситуация. Вот я хочу новую женщину, но я им не доверяю. Я хочу новую женщину, но все бабы корыстные, грубо говоря, да, как мужчины говорят. Я хочу женщину, а вдруг она меня предаст. Ну, то есть, улавливаете? Вот эти вот все ваши страхи какие-то, может быть, комплексы, они очень сильно затормаживают вашу личную жизнь. Потому что, ну, если мужчина будет настроен на то, что все женщины предательницы, все ищут деньги, такие стихии, ну, какой смысл просто заводить новые отношения, понимаете? Нужно уяснить одну простую вещь. Все люди разные, да, вот банальность говорю вам. Вы это прекрасно все понимаете.
Все люди разные, все женщины разные, все мужчины разные. Не нужно никого под одну гребенку грести. Если вас обидели, это не значит, что вас будут все женщины обижать. А может, следующая женщина будет суперская, понимаете? Поэтому отбрасывайте все вот эти вот свои какие-то подозрения, недоверия, упреки какие-то в адрес женщин вообще, да, потому что, ну, я смотрю по комментариям, очень много мужчин, да, вот которым сделали больно, и теперь вот, ну, такое ощущение, что мужчины обозлились, да, вот многие обозлились просто, ну, как бы, ну, нельзя так, я считаю. Вот. Если, конечно, вы хотите найти себе новую спутницу жизни. Вы тем самым и свою жизнь, знаете, вот в какую-то, ну, не то чтобы депрессию, но в апатию какую-то загоняете. Вот. Потому что, знаете, вот люди все-таки, мы ведь существа парные. Все равно нужна пара любому человеку. Да, можно по молодости там шалить, кутить, гулять, да, девочек менять. Но чем старше человек становится, как правило, уже хочется большего спокойствия какого-то, да, стабильности, семьи. Уже хочется, может быть, и детского смеха, да, когда ты приходишь домой, а твой ребенок с криком «папа» прыгает тебе на шею, да, обнимает, целует. Когда ты приходишь домой, и тебя ждет твоя любимая женщина с горячим ужином. То есть вот такие моменты важны уже по жизни, да. Поэтому я вам настоятельно рекомендую как-то стараться абстрагироваться от этих мыслей, что все женщины одинаковые и так далее. Абсолютно не одинаковые. Поверьте, есть хорошие, есть плохие и среди женщин, и среди мужчин. Этого никто не отменял, это жизнь. Вот, поэтому как-то работа над собой должна быть, понимаете? Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!